Привет, ребята! Сегодня у нас очень интересная тема о святилище Ибн Фахда, а именно как прокачивать свои второстепенные характеристики с помощью святилища Ибн Фахда и становиться сильнее как в открытом мире, самое главное, конечно, в PvP. У меня очень много было вопросов в комментариях на эту тему, и я решил заснять отдельный ролик. Давайте с вами войдем в игру и во всем разберемся. И смотрите, ребят, мы с вами вошли в игру, и что такое святилище Ибн Фахда и где оно находится? Находится оно в Вестмарше на Дворцовой площади, вот в этой части, вот эта локация со святилищем. Но я хочу отметить, что святилище Ибн Фахда открывается, если вы совсем новичок, на определенном уровне. Когда вы приходите в Вестмарш, вы открываете это святилище, заходите туда и начинаете собирать сосуды. Давайте зайдем в него и разберемся, что это вообще такое. Я уже играю достаточно давно, поэтому, конечно же, все сосуды я собрал. И здесь у нас посередине находится такой алтарь, вокруг которого находятся статуи наших предков, и на них возложены сосуды. Давайте разберемся, что же это такое. Много лет назад первые волхвы Харадримов перенесли свою силу в сосуды для будущих поколений. Но орден Харадримов пал, и теперь сосуды разошлись по всему санктуарию. Если вы только начинаете играть, то, конечно же, все сосуды вы еще, скорее всего, не собрали, поэтому вам нужно бегать по открытому миру, собирать эти сосуды и вставлять их на эти алтари. Где они находятся, это тема для отдельного ролика, но если у вас есть пустые гнезда, то вы, конечно же, можете нажать, посмотреть, где они находятся. Если вам будет интересно по конкретному сосуду, я могу снять об этом отдельное видео. Но в интернете достаточно много информации, где конкретный сосуд находится. Вы можете бегать по открытому миру, открывать сундуки, он вам выпадет. Можно убить босса адского реликвария, где-то он падает с определенных элитных боссов. Ребят, я буду рассказывать о святилище Ибн Фахда с учетом, что все сосуды мы собрали и принесли их в это святилище, чтобы унаследовать силу Харадримов. И мы видим, что сосуды дают мне достаточно серьезный бонус. У меня некоторые из них прокачаны до 30 уровня, и вот урон и здоровье — это достаточно бесполезные характеристики, но вот второстепенные характеристики — броня, пробивание брони, мощь и сопротивление — они дают очень большой буст, особенно в PvP. И их нужно прокачивать с помощью наследия Харадримов. Как это делается? Что для этого нужно? Для этого нужен специальный ресурс. Это ключ претендента. С помощью этого ключа претендента мы заходим в святилище, дальше бежим по локации, проходим все комнаты с сундуками, открываем эти сундуки за ключи, и из них выпадают специальные ресурсы. Это у нас гранат, это сапфир и берил. И с помощью них мы прокачиваем наши сосуды. Вот если я, например, нажму на желтый сосуд, который дает увеличение брони, то для того, чтобы повысить его на следующий уровень, а он у меня сейчас на 31 уровне, мне нужно 2200 берилов. Чтобы их собрать, нужно собрать большое количество ключей, пойти открыть все сундуки и получить за них эти ресурсы и прокачать его. Все комнаты святилища Ибн Фахда мы пройдем чуть позже в конце игры, и я вам покажу, что во всех них находится и сколько можно получить ресурсов. Заранее скажу, что для того, чтобы открыть все 4 комнаты, нужно 377 ключей. И у меня ушло какое-то время на то, чтобы их собрать и снять этот ролик. Давайте, ребята, разберемся, откуда же брать ресурс для святилища Ибн Фахда, а именно ключи претендента. Это free-to-play ресурс, его можно фармить каждый день из различных событий, и мы сейчас разберем все основные способы фармить ключи претендента. Ребят, и самый первый способ, откуда можно брать ключи претендента, это ваши ежедневные награды. Каждый раз, когда вы заходите в игру, кого-то убиваете, у вас выскакивает ежедневная награда. Первое убийство за день. И там есть 5 ключей, которые вы можете получить один раз в неделю. Давайте мы с вами переместимся куда-нибудь в Эшвудское кладбище и убьем монстра, чтобы посмотреть, как это работает.
Кстати, ребят, я собрал новый классный билд с семенами посеянного золота. И у меня теперь урон на 30 секунд 110 миллионов. Это реально круто. Если вам будет интересно, я могу рассказать об этом билде в отдельном ролике. И смотрите, мы убили одного монстра, ну даже несколько. Теперь мы нажимаем на колокольчик, и у нас здесь первое убийство за день. Получите ежедневную награду. Нажимаем. Видите, у меня вчера просто были ключи, сегодня у меня самоцвет. Вчера я их забрал. Второй способ получения ключей претендента, ребят, это непосредственно в святилище Ибн Фахда. Каждый день мы можем дойти до комнаты с сундуками и получить до 4 ключей. Как это выглядит? Давайте с вами пройдем и посмотрим, сколько мы сможем получить ключей. Давайте для начала посмотрим, сколько у меня всего ключей в моем арсенале. В моем арсенале у меня сейчас 404 ключа. Вот они, видите? Мы проходим глубже в святилище. И по ходу, как мы идем комнатам с сундуками, мы убиваем монстров. И из них, ребят, падают ключи. Вот вы видите, справа вверху у меня появилось, что один ключик я уже нашел. Идем дальше. Та-да-да-дан. Пока что ничего не падает. Ну, наверное, из синих монстров они... А, вот второй ключик. Так. Это можно получить один раз в день. Смотрите, здесь даже и руны падают, что третий ключ я получил. Ну, монстр здесь достаточно слабенький, поэтому ничего сложного в том, чтобы пройти эту локацию, нет. Главное собрать все ресурсы. Но если вы какой-нибудь ключик забудете, ничего страшного, ребят, он потом вам придет на почту. Все, мы дошли до комнаты с сундуками и собрали все ключи. Давайте посмотрим, сколько их у меня стало. А стало их у меня 408. Ну, соответственно, 4 ключика мы получили бесплатно. Следующий способ получения ключей претендента – это наш собиратель эфесов. У него можно купить в неделю целых 35 ключей претендента. Это тот ресурс, который я всегда покупаю, потому что ключи качают наши второстепенные, со временем, конечно, характеристики. И это то, что я всегда выкупаю за эфесы. Их можно купить 35 штук, ну, получается, вам нужно будет 35 на 50, 1750 платины. В общем, каждую неделю мы можем купить 35 ключей у собирателя эфесов. Следующий способ получения ключей претендента – это собрание теней, где мы можем бесплатно получать ключи претендента, а еще получать благословение, то это можно сделать в локации, предназначенной только для теней, вот здесь вот в шепчущем дворе. Давайте туда отправимся. Вот мы и подошли к этому двору, давайте туда зайдем. И здесь нужно учесть, что собрание теней, оно проводится 2 раза в день, с 12 до часу по серверному времени и с 19, по-моему, до 20 вечером. Все дни, кроме воскресенья. И что тут нужно делать? Здесь нужно просто стоять и ждать, пока тебе дадут благословение. И вот видите, я только зашел, сразу получил. Здесь мы можем увидеть информацию, какие благословения мы получили. Нажимаем и видим, что мы получили благословение коварства. И сразу можно забрать награды. 250 очков теней и также сундук с сокровищами, в которых будут 3 ключа претендента. Поэтому, ребят, здесь нужно постоять немножко, 5-8 минут, получить свои награды, благословения и также 12 ключей. Каждый день, кроме воскресенья. Итого, ребят, ежедневными заданиями, самыми простыми, то есть по ходу нашей игры в Diablo Immortal мы можем получить целых 140 ключей в неделю или целых 20 ключей в день. Но есть еще и другие способы бустануть количество ключей, которые мы получаем. Это различные события игры. Вы можете получать ключи претендента из пути героя. Нажимаем на кодекс. Здесь у нас есть... в достижениях путь героя, и вы видите, за переход на каждый новый уровень вам дается вот на 3 главе
18 ключей, на второй главе я получил 12, на первой 6. Ну, конечно же, ребят, не стоит забывать о PvP. И на поле боя мы тоже получаем огромное количество ключей. Если мы зайдем на поле боя и посмотрим на наш ранг, то увидим, что за каждый новый ранг мы получаем от 10 сначала, да, по-моему, от 15 до 25 ключей за переход на новый ранг. Я сейчас нахожусь на золото 2, и за этот ранг я уже получил 25 ключей. Но, кстати, здесь самое главное, это какие у вас сезонные награды. Это вы получаете глифы, вы получаете обычные самоцветы и камни перековки. И, ребят, я рассказывал о всех способах получения легендарных глифов в игре Diablo Immortal в этом видео. Обязательно посмотрите его. Также, ребят, помимо поля боя у нас еще есть событие «Война башен». Оно тоже периодическое, и здесь за каждый ранг вам дается от 5 до 15 ключей. Обязательно участвуйте в нем. Дойти до серебро 1 не так сложно, там часто вас матчат с ботами. Ну и, конечно же, выигрыш всегда зависит не только от вас, но и от силы команды. Классный, бесплатный способ получать ключи и еще получать большое удовольствие от игры. Ну и еще, ребят, не стоит забывать и о событиях. Какие у нас есть события и какие по ним есть награды. Конкретно сейчас проходят события Клык и Коготь. И давайте посмотрим, какие награды мы можем получить. Видите, если мы набираем 275 очков, мы получаем 10 ключей. Скорее всего, здесь есть еще ключи, которые мы можем получить. Здесь есть и глифы. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Например, свобода лесов. И буквально осталось мне 30 очков, когда я наберу 480, просто играя в игру Diablo Immortal, выполняя обычные ежедневные задания, можно будет забрать эти награды, в числе которых 7 ключей претендента. Тут нужно учесть, ребят, что эти события игры, они чаще всего периодические и сезонные. И примерно за 2 месяца, таким образом, участвуя в поле боя, война башен, в различные события игры, мы можем получить где-то 500-600 ключей претендента. А в среднем это 9-10 дополнительных ключей в день. Ну и, конечно же, если вы немножко и умеренно донатите, как я, например, покупая сервисы игры, это усиленный боевой пропуск, благословение изобилия, тропу гения, например, то можно сильно бустануть количество ключей, которые мы получаем в Diablo Immortal. Если мы посмотрим, что у нас предлагают сервисы, за которые, например, я доначу, переходим в магазин, услуги, тропа гения. Смотрите, если мы покупаем тропу гения, она у меня уже вся открыта. Видите, каждый раз, когда мы переходим 5 уровней вверх, мы получаем целых 80 ключей. За всю сезонную тропу гения мы можем получить еще 640 ключей. Это приблизительно 2 месяца. И это, соответственно, больше 10 ключей в день. Я обычно получаю их и сразу обналичиваю. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, ребят, мы разобрались со всеми основными способами получения ключей претендента. Давайте теперь открывать с помощью них сундуки. Ребят, мы переместились обратно в святилище Ибн-Фахта, чтобы пройти все 4 комнаты. Вы помните, что я набрал достаточное количество ключей. Сейчас у меня их 408, и мы сейчас откроем все комнаты и все сундуки в них. И посмотрим, сколько же мы сможем набрать ресурсов для прокачки наших второстепенных характеристик. Ну что, ребят, побежали. И вы видите, так мы забрали 4 ключа бесплатных по ходу комнатам с сундуками. У меня здесь есть сокровищница, да, у меня есть портал, чтобы пройти весь этот путь, который я уже прошел. Мы не будем заходить в портал, мы пройдем и убьем заново всех монстров. Правда, ключи из них, ребят, выпадать больше не будут. Кстати, прикол в том, что каждый раз, когда ты заходишь, что локация сама, она перестраивается, да, и она становится немножко другой. В прошлый раз она была такая извилистая, а сейчас это фактически прямой коридор. Мы подошли к первой комнате, и давайте зайдем. Здесь у нас первые 5 сундуков. Первый всегда бесплатно. Мы его забираем, и в нем по одному камешку.
За второй сундук нам уже требуется один ключ претендента. Если мы нажимаем, у нас выпадает опять же по одному камешку, мы их забираем. За третий сундук уже 2, выпадает по 2. За четвертый сундук у нас выпадает по 4. А вот пятый сундук нам уже нужно 8 ключей. Они в геометрической прогрессии увеличиваются. Нажимаем, и нам выпадает по 8. Вы видите, ребят, что в принципе здесь выпадает разных ресурсов ровно за то количество, которое ключей мы тратим. Поэтому первая комната получается самая эффективная по количеству ресурсов на ключей. Ну, переходим в следующую комнату. Видите, здесь немножечко нечисти. Мы, конечно, избавляемся от нее и открываем дальше. Смотрите, в этом сундуке содержатся ресурсы, и за них нужно 10 ключей. Нажимаем. О, мне здесь очень повезло. Иногда бывают такие сундуки, из которых выпадает двойной дроп. Ну и вот вы видели, что выпало очень много ресурсов. Мне приятно. Я надеюсь, такой сундук, конечно, находить в последней комнате, когда там ты 32 ключа тратишь, и тебе по 30 пачек выпадает, и с двойным дропом это получается очень много. Но вы видите, что в этой комнате уже мы тратим 12 ключей, а выпадает нам по 11. То есть у нас уже один ключик как бы пропадает. Но мы все это открываем, потому что я знаю, что ровно 377 ключей нужно для того, чтобы открыть все сундуки. Открыли, и у нас открылась дверь в следующую комнату. И смотрите, здесь уже монстры посильнее, но моим уроном 110 миллионов на 30 секунд. Это, конечно, ерунда. О боже, мне везет сегодня дважды. Вы заметили, что здесь двойной дроп был? 22 ключа, и смотрите, отсюда падают пачки по 20 и 19 штук. 24 ключа и пачки по 22 штуки. 26 по 24. Видите, мы уже здесь 2 ключа теряем. Ну, прикольно. Все, у нас открылась последняя комната. Что будет в ней? Давайте посмотрим. Там, наверное, какой-нибудь босс будет. Ну, небольшой спойлер, ребят, босса тут не будет. Здесь будут просто чуть-чуть посильнее синенькие элитные боссы. С них может что-то упасть. Открываем все эти 30 ключей, и выпадает у нас по 27 ресурсов. 32 по 29. 31 тоже по 29. 36 по 33 выпадает. Эх, жалко так ключи тратить. Ну ладно. 40. И здесь выпадает по 33. И вуаля! У нас открывается бонусный сундук, когда мы открыли все сундуки. Что в этом сундуке? А в этом сундуке у нас, ребят, вообще такой никакой дроп по одному камешку. Ну, здорово, конечно. В общем, ребят, мы забрали все ресурсы, открыв все комнаты. Пойдемте прокачивать наше святилище предков. Ну вот, мы переместились назад и смотрим, сколько у нас теперь ресурсов есть для прокачки. Ребят, извините, но я уже нахожусь на 30 уровне, и ресурсов для прокачки мне не хватает. Мне нужно по 2000 их набирать для того, чтобы качать на следующий уровень. Но давайте с вами разберемся, что же вам лучше всего прокачивать для того, чтобы увеличить свои характеристики в открытом мире или в PvP. Ну, конечно же, если вы играете PvP за домашнего героя, то вам нужно сосредоточиться на броне и пробивании брони. А это у нас желтый сосуд, красный сосуд и вот такой вот сиреневый. Желтый сосуд. Здесь мы за берилы можем повысить уровень нашей брони. Красный сосуд. Здесь мы за гранаты можем повысить нашу пробивание брони. И сиреневый сосуд, здесь мы за сапфиры, да, можем повысить как пробивание брони, так и броню, ребят. Если вы герой, который использует призванных существ, если вы распространяете какие-то негативные эффекты, то нужно качать мощь и сопротивление. И для этого вам нужно качать тогда вот этот черный сосуд, это у нас мощь, желтоватенький сосуд, это у нас сопротивление. Кстати, а мы можем его прокачать, и давайте его прокачаем.
Вот так вот это выглядит. Видите, он повысился у меня на 18 единиц, и теперь у меня мощи сопротивления дают одинаковый бонус плюс 738 единиц. Поэтому, ребят, мощи сопротивления мы качаем голубоватый сосуд вместе мощи сопротивления, черненький сосуд и вот этот желтоватенький сосуд. Что именно качать из этих характеристик, конечно же, решаете вы. Но я рекомендую совершенно не обращать внимания на здоровье и урон. Здоровье у нас дает 120 за каждый уровень прокачки. А давайте посмотрим, сколько у меня здоровья. Здоровье у меня, ребят, 444 904 единиц. Что это значит? Если мы потратим огромное количество ресурсов на прокачку нашего здоровья и получим здесь какой-нибудь бонус плюс 3000 на 440 тысяч, ну, сами понимаете, мы просто все наши ресурсы и ключи претендента потратим впустую. Это была на самом деле большая проблема. Вот примерно год назад, когда я играл и развивал своего героя, я не знал, как прокачивать это наследие Харадримов и равномерно распределял все по всем сосудам. И у меня были прокачаны и урон, и здоровье, и я слил огромное количество ключей претендента на прокачку этих характеристик, которые здесь прокачивать совершенно не нужно. Но сейчас мы можем сбросить все характеристики и распределить их таким образом, как нам нужно. Например, все вложить в броню и пробивание брони, или все вложить в мощь и сопротивление, или использовать баланс, как это делаю я. С такими характеристиками мои второстепенные характеристики выглядят примерно таким образом. Моя броня на PvE билде 3800, пробивание 3800 и мощь по 4000. Но в моем PvP билде, давайте мы сменим. Здесь мы не можем сменить. Но сейчас я выйду из наследия Харадримов, и мы сменим и посмотрим, сколько у меня в PvP билде. Давайте выходим. Вот я вышел, ребят, давайте сменим шаблончик. И, кстати, ребят, здесь очень интересно. Вы видите, что я могу менять шаблон, распознавать снаряжение и разбирать снаряжение прямо из вкладки со своим арсеналом. Если вам интересно, как это делается, что для этого нужно, то я могу рассказать об этом в отдельном ролике. Меняем шаблон на мой PvP билд. Переносим все характеристики, да, и смотрим, какие у меня на нем статы. И мы видим, что статы на моем PvP билде уже более интересные. Броня 4000, пробивание 4250 и мощь по 4100 с сопротивлением. Это уже хорошие характеристики для моего уровня прогресса. В общем, ребят, теперь вы знаете, что находится в каждой комнате святилища Ибн-Фахта и сколько мы можем получить ресурсов, а также что находится в финальном бонусном сундуке. Как же открывать эти комнаты по ходу игры? Ну, смотрите, если мы получаем 20 ключей, выполняя просто ежедневные задания, то я рекомендую 10 ключей тратить только на первую комнату, потому что мы там получаем равноценное количество ресурсов на затраченные ключи. А оставшиеся ключи копить до 377, чтобы, когда мы накопим, открыть все комнаты разом. Я именно так и делаю. И, ребят, святилище Ибн-Фахта — это очень важный ресурс для буста ваших второстепенных характеристик. И если вам понравилось это видео, ребят, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться. А мы с вами увидимся в следующем ролике.